Сижу я тут ночью, никого не трогаю, брат, думаю, дай пойду посплю. Нет, блин, надо патч выпустить. Ну ладно, окей, погнали читать. Патч на самом деле не очень большой, чисто изменение баланса. Окей, давайте, будет интересно, ребята, будет интересно, давайте поглянем. Тут они что-то написали про то, что изменят еще какие-то, зафиксят какие-то баги, но я так этого тут абсолютно и не увидел. Сразу balance changes, да. Итак, общее изменение баланса. Fire Lancer теперь у них атака увеличена на единичку с 8 до 9. Хорошо, как бы, да, этот юнит не был точно OP, только там с корейцев там, они дешевые очень. Но, в принципе, хотят их больше видеть челики, да, разрабы, пожалуйста. Также элитный и обычный Fire Lancer, его цена изменена, да, и теперь он стоит на 5 золота меньше. Опять же, еще и удешевляют. Вау, 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 вау. Ну что, это что значит? Да толком ничего это не значит, просто реально можно будет ими поиграть. Не особо такое интересное изменение, как бы я не знаю. Наверное, можно будет побустить их побольше. Я сильно их не тестил, только, наверное, разочек. Итак, джурдженцы. Ладно, давайте сначала почитаем, потом поржем. Джурдженцы, почти самая худшая цивилизация в игре, да, там вторая, третья с конца, 44% винрейт. И разрабы такие, так, наверное, надо бафнуть. Гренадер. ХП увеличено с 35 до 40. Ребята, рофл в том, что я сегодня встречался с Бопперсом, и мы сидим и такие обсуждаем. Так, ну что там, патч должны выпустить, да. И я такой говорю, так, спорим, джурдженцев бафнут, и гренадеров, например, тоже бафнут, и сделают им не 35 хп, а 40, как канонирам когда-то. И тут выходит это. А, господи, ладно. Я ржал. Короче, окей, хаваем. Юнит начинает нормально так, если уклоняться от Мангнеля, может и не умрет. Итак, они еще и цену, вот, цена на 5 голды дешевле. Ой май гад, это вообще не 70 голды, 65. Спасибо, блин. Мы, дорогие рокет-карты тогда поделаем. Окей, понял. Но еще, они еще им и качество улучшают. Атака увеличена с 11 до 12, как у Арамбаев. Как же они не шарят, насколько это имбовый юнит. Ну что, время обузить. И еще Iron Pagoda, уникальный юнит из замка. Окей. Итак, их обилка, да. Какая у них обилка у этой кавалерии мощной? То, что она игнорирует первый как бы замах, да. Ну, первую тычку в ближнем бою, короче, да. Подходит кутильер, Куселье там 40 урона, мы игнорим первую. Ну и, соответственно, у этой обилки есть речардж, да, который был 60 секунд, стал 40, окей, то есть чаще будем игнорить. И был у элитки 50, стал 30. Слушайте, каждые 30 секунд, ну не знаю, не имбали. Ну, окей, ладно. Не совсем чувствую этого юнита, ну ладно. И также апгрейд на элитку, ну, я так понимаю, апгрейд кост. Тут не сказано, какой апгрейд, но, видимо, это элитка, да, на 200 золота дешевле. Окей, джурдженцев бафают. Просто я, честно, я не считаю, что джурджени реально мусор. Я абсолютно не считаю. Но будем хавать. Мне кажется, любое изменение может перевернуть Сиву с мусора на топы. Поэтому китанцы, то, что мы ждали. Давайте, быстро. Итак, ну быстро не получится. Китанцы, короче, у них же, мы все забываем, что их пастбище, да, это имба не только пастбище. Имба еще и их пастухи, которые совет собрать тоже на 10% быстрее еду. И получается так, что ты можешь и раньше перейти, и потом пастбище, все это сноуболится очень сильно. Еще и быстрые вот эти скауты, которые быстро делаются. Короче, этот бонус на 10% больше еды просто удален. Окей, запомнили. Дальше. Herder walks. Короче, мужики внутри пастбищ, да, девушки тоже. Теперь уменьшена дистанция, сколько им надо ходить. Увеличена, сори. Просто уже ночь. Увеличена, да. То есть раньше они ходили там буквально тайлик, да, и сбрасывали по 3 еды каждый раз. Теперь они будут больше немножко там ходить, двигаться. Это значит, что тачка, возможно, будет больше на них влиять, да. Но в целом это, по идее, уменьшит ее эффективность пастбищ. Хорошо. Дальше смотрим. Herder gather rate adjusted, so the overall income is reduced. Короче, вот что я вам скажу. Теперь эффективность, короче, пастбищ будет уменьшена с 12, с плюс 12% до плюс 7. Ну, в общем, в целом, просто они нерфят пастбища, так или иначе. Не стали особо там что-то с ценами, что-то делать, это не трогали. Просто пастбища будут тупо не такими эффективными. Как бы, да.
ну и будут сравнимы с другими фермами. Ну и тут еще такая заметка от разрабов. Итак, китайская экономика, по идее, была супер жесткой из-за того, что они получали примерно 64 еды, написано от овцы. Что за овца? Наверное, от всех овец в темной эпохе. И, соответственно, потом вы бафались еще пастбищами. Эти изменения, короче, приведут к тому, что, скажем так, бонусы китанцев по еде будут сравнимы с бонусами других наций по еде, скажем так. Но все еще мы оставляем их, как бы, то есть скауты все еще спамятся быстро, все еще получают дополнительный урон, как бы, да, и все еще пастбища должны быть норм. Просто они заявляли изначально, что пастбища как будто бы немножечко сильнее обычных ферм, типа, да, и потом в импе они даже не то чтобы сильнее имперских ферм, да. Но это оказалось вообще полной ложью, да, они тут что-то намутили, в общем, изменили. Шу! Да? Спойлер, тут будет всего изменение 4 наций новых. У не трогали. У как была и будет, так и осталось. Окей, ладно. Шу! Небольшой баф, на самом деле, только War Chariot, вот этот вот осадный юнит у них, который имеет два режима атаки, да, как бы с фокусировкой по юниту, либо разреженный урон. Скорость увеличили, да. Это вообще аналог типа Скорпиона, да. Вообще-то у него только высокая скорость будет 0,9 так-то. Это немало. Reload time. Также не буду стрелять быстрее. Не каждые 8 секунд, а каждые 6,5. Ну, это похоже на манганельку, да, скорость выстрела манганельки. Хорошо. И последняя Вэй. Вэй тоже цивилизация с худшим винрейтом в игре. Давайте посмотрим, как они ее бафнули. Ведь вы ее бафнули? Да, они ее бафнули. Очень странно для меня было то, что не дали им второе золото, потому что эта цива очень зависима от эко-апгрейдов. За каждый эко-апгрейд ты получаешь креста, и у них нет второго золота, очень популярного, да. Апгрейда, соответственно, он им был дан, еще плюс одного креста можно сделать. Это очень важно, на самом деле. Единственное, что у них там не осталось теперь, ну, третьего леса у них нету, но в импе это не так важно. Ксен Бейрайдер, вот этот вот уникальный юнит, как бы такой типчак из стрельбища. Его атака увеличена с 4 до 5. Окей, 4 атаки, это, конечно, кринж. Что-то типа генитура. Ладно, но у них же есть еще и чарджевая атака, да. Теперь, так, now also shoots the main projectile with 5 damage. Окей, то есть основная стрела вылетает с 5 урона. В дополнении к существующим 5 проджектайлам по одному урону. Честно говоря, не знаю, как было, но, в общем, основная пятерка вылетает и дополнительные по единичке. Charge attack now properly affected by Parthian tactics. Соответственно, теперь парфянка нормально влияет на, я так понимаю, каждую стрелу, наверное. И они все начинают валить сильнее пик из-за этого. Возможно, так. Тунтиан – это их уникальная технология, которая позволяла генерировать еду военным юнитам. И вот это очень серьезно, мне кажется. То есть каждый солдат раньше генерировал после этой уникальной технологии, да, 1,2 еды в минуту. Звучит мало. Они повышают это на 50%, 1,8 стало, да? Но задумайте сами, вам действительно... То есть обычно баланс какой? 120 экономики, 80 армии. Но здесь ты можешь себе позволить что-то типа 100 экономики, да, и 100 армий, потому что 100 армий это прям много еды в минуту, которой она ее поддержит. А тут еще больше. То есть, может быть, можно уже играть и 90 крестов, и просто спам гусар, и это будет вообще зашибись. То есть, не знаю, по-моему, этот бонус был очень не так хороший, но они его бафают. Ну, они же ориентируются на винрейт, а не на реальный скилл. Ладно, cost adjusted from... Так, хорошо, стоило 250 или 300 золота, а теперь, соответственно, цена золота заменена на лес. Ну, окей, не хотим тратить золото на это. Но это со всеми такими технологиями делаются, как бумажные деньги и прочее, даже не вспомню, что. Это все. Да, это все. Соответственно, давайте краткое описание. Не меняли, да, другие цивы не меняли. Ну и ладно, как бы скажем так. Китанцев нерфанули, не знаю насколько, но выглядит окейно выглядит. Шу, честно говоря, сильно, ну тут типа Шу, мне кажется, реально сильная нация в некоторых ситуациях, поэтому опасная нация. Становится опасно, еще если этого юнита использовать, я не знаю, честно, не очень понимаю, как он именно должен использоваться здесь, но окей. Так, оно Вэй и Джурдженцы, блин, не знаю, мне кажется, джурдженцы и так норм. Короче, я думаю, что джурдженцами надо пробовать играть и прочувствовать их, да, просто уникальные юниты, но все же. Экономика у них норм, более чем норм, я вам скажу.
Вэй. Вэй, короче, непонятно. Вот, но, в принципе, опять же, я не согласен, что это мусорная какая-то супер цива. Мало бонусов, но все-таки вот тут вот. И вот late game лучше, да. Тут в середине гейма. В начале все равно не круто, но, короче, смотрим. Ладно, ребята, такой обзор. Все, всем спать.